Привет, мои дорогие девочки, привет, мои хорошие. У нас сегодня такой не супер запланированный стрим, но стрим. И мы с вами сейчас будем не только гадать, мои дорогие, гадать мы будем потом. А сейчас мы с вами, я вам покажу, как можно своими руками, своими белыми лапами и черненькими, и рыженькими снять, девочки, приворот, привязку и тоску. И не только с мужчины своего любимого, да, это можно делать и на родителях, да, по роду. То есть сначала мы где начинаем вообще магичить, девочки? Не на просто на людях, да, а как ложатся магия, как работает, да? Когда вы сначала опробуете это на себе, видите, работает, не работает, как у вас, да, четенько идет, не четенько, и потом, мои дорогие, уже пробуйте на других. И даже наводить привороты, да, уже где не получается, девочки? Когда уже человек знает кое-что в магии, с кем работать, как у него это получается на себе. И я, например, маги — это не сапожники без сапог. Нифига, мои дорогие. То есть смотрите всегда на колдунов, магов и экстрасенсов. Если у них что-то есть, чего они добились, да, сами для себя магией, значит, это маги, девочки, и колдуны, и экстрасенсы. Но если это вам говорит: ой, я сапожник без сапог, все это, знаете, бабка надвое делила, вилами по воде писано и все остальное. То есть то, что есть у колдуна, у ведьмы, да, то, что она спрактиковала сама себе, вы должны как бы это видеть. И, кстати, сейчас очень много, например, дома мы можем все заниматься, да, но когда с людьми работают, некоторые вот откровенно сидят для того, чтобы срубить бабла, да, и никакой там магии нету, просто ради бабла, девочки, и этого очень много. Но это не только в магии, да, на самом деле это везде, девочки, даже по секрету всему свету, та же банковская система наша, да, вот обратите внимание, ой, кредит под какие-то проценты взять, да, а меня сейчас прикалывает, очень много сейчас проценты, под 13% точка 33 даются какие-то эти, ну, короче. Имейте в виду, эти мошенники есть везде. Все пытаются нажиться, кто-то не пытается нажиться, да. И в магии это есть, и где этого только нет на самом деле. Даже в магазине тоже могут обвесить, да. А почему? Ради наживы. Вроде бы вам зла не желают, а ради наживы, да. Так и тоже в магии. Поэтому, когда вы хотите даже к кому-то обратиться, мои дорогие, да, когда вам защемило сердечко, и вы вдруг пришли к тому, что вам нужен какой-то ритуал, который вам предлагают сделать за деньги, да, даже без предоплаты, а, например, потом вы заплатите, когда ритуал сработает, то тут все равно очень много, реально, очень много мошенников, реально. В магии это пипец как. Я, например, тех, кто наживается, да, не то, что там не могу терпеть, я их не перевариваю, потому что там магия рядом не стояла. Возьмут ту свечку, рога там или еще что-нибудь, да, и строят из себя таких магинь. Поэтому мы, дорогие мои, будем сначала делать это для себя в первую очередь, да, если вот кто с людьми не работает. Первое, оттачиваем, девочки, на себе, как говорится, это все. Когда мы это отточили на себе, то и потом можно будет работать. Почему не про любовь, девочки? И про любовь мы сегодня гадаем. Мы сначала с вами поговорим, точнее, я вам покажу, как снимать приворот, привязку, тоску. Даже если вам это особо сейчас не надо, но рядом по-любому есть люди, которые где-то от любви мучаются. Поэтому, мои дорогие, мы вот эти вот муки немного будем учиться снимать, да, или даже с себя, девочки. Кто, например, мучается от любви, от созависимости, а там недалеко и приворотик какой-нибудь, да, был. Если вы думаете, что мужики не наводят привороты, девочки еще как наводят. Еще как, да. И матушки их, и кого там только нету. Ну что, давайте я вам расскажу просто, как это все снимается, девочки. Это можно делать самой дома, но есть такие нюансы, да. Надо понимать, как работает магия у вас, да. Поэтому
даже на этом ритуале вы можете подучиться не только как просто делать приворот, а посмотреть, как он работает именно у вас, когда вы его сами делаете. Это саморитуал, мои дорогие, будут. Что нам для этого надо? На самом деле немного. Для магии много, девочки, вещей всяких не нужно, да. Смотря с чем работаешь, в какую ты парафию ударилась, да, в той, как говорится, что нужно ведьме. Метла и ступа, на самом деле, да, больше, в принципе, ничего, и кот черный. Так, девочки, как снимать переворот, привязку и тоску, да? Бывшие жены наводят, иногда вот и мужчину так хочется, и мужчина женится по привороту тоже, как по залету, так и по привороту. Так что давайте посмотрим. Этим вы не навредите. Здесь откупы не нужны никакие, да. Но вот это вот реально из магии такой. Что нам понадобится, девочки? Стакан с водой. И вы видите, что там что-то такое беленькое. Как вы думаете, что это, мои дорогие? Можно снимать с другого человека, но для этого, в принципе, нужна вот эта вот иерархия, сила, левел, да, определенный. И вы можете даже для себя открыть, что это у вас будет работать. Если у вас это работает, вы и другим можете заниматься, да. Если вдруг у вас не работает, значит, надо, девочки, посмотреть, что не так, да. Некоторые очень хорошо умеют приворотами заниматься, но целительства у них нету, еще чего-то. Ну, короче. Надо тоже посмотреть на свой уровень. То есть, если кому-то кажется, что на ком-то приворот, а на самом деле этого приворота нету, конечно же, он сниматься не будет. И еще он не будет сниматься, когда ваша сила, да, точнее, ее отсутствие не будет давать вам сделать это. Понимаете? То есть, намерение ваше по отношению к другому человеку, либо даже к самой себе не будет сбываться, потому что для этого нету силы. А что делать для того, чтобы сила была? В нас всех природная эта сила есть. И магией мы все можем заниматься. Только если кто-то истощен, он, как говорится, знаете, что-то хорошее из себя не родит на самом деле. Ну что, девочки, как снимать приворот, привязку и тоску? Вода. В воде, девочки, как вы думаете, что это? Соль, мои дорогие, это соль здесь. Берете соли жалеть не надо. Вот знаете, есть такое выражение, пуд соли съесть, да, или еще что-то. Нам для снятия чего-то никогда не надо жалеть соли, мои дорогие. И я сюда на самом деле соли насыпала, может быть, пол даже стакана, да. Но потом, когда воду наливала, конечно же, она там растворилась. Но тут, короче, такой жесткий соляной раствор, девочки. Тут было полстакана соли и, как говорится, сверху воды налила. Соли не жалеем. Это, девочки, соленая вода. Дальше, что нам для ритуала понадобится? Берете какую-нибудь черную тряпочку, девочки. У меня много льна, но еще и хлопковые ткани, какие-то отрезки у меня все время есть, потому что мне то монеты заворачивать, то свечи заворачивать, то еще, если какую-нибудь там, знаете, как какашку, грубо говоря, которая от ритуала осталась, мне надо ее вынести, и я ее буду заворачивать в что-нибудь черное, когда мне надо, да. Закапывают в землю тоже что-то в черном. Вот у меня, девочки, льняная ткань. Лен, но должен быть треугольник, мои дорогие. Не квадратик, не платочек, да. А, кстати, привороты на платки наводятся. Помните, раньше были еще носовые платки, раньше с собой все таскали. Вот там, короче, что-то вспомнилось, как привороты на платки наводить. Хотя этого уже как бы давным-давно нету. В общем, девочки, берете ткани кусочек черный. Можно меньше. У меня, конечно, лен, и он такой грубоватый, но лучше какой-нибудь хлопочек взять. Желательно черная ткань. Можно подкладочную взять, даже эту синтетическую, да. Ну, в общем, ложите вот так вот на стакан с водой. Просто положили. Думайте о том человеке, с которого вы будете снимать приворот, какую-то привязку или тоску. Хорошо это делать на себя. Когда вам, девочки, плохо, да, когда вы привязались к человеку, который на вас не обращает никакого внимания, но вы привязались, и вас просто штырит от этих чувств каких-то, и вам кажется, это любовь, да, а нифига это не любовь, это может как раз таки к лярвам часто привязываемся так, к какому-то, например, алкашу, наркоману, какому-нибудь там бандиту, кстати, многие привязываются к бандитам, но не
из-за такой бандитской романтики, а на самом деле из-за того, что, например, человек убивает, либо у него там другие какие-то черные дела, да, и иногда вот мы за этими черными делами идем, а не за мужчиной. В общем, девочки, тоска, привязка и привороты. Если у вас есть женщина, которую вы точно знаете, которая бомбит всякими приворотами и с месячными, есть такие... И у меня в окружении тоже такие есть, которые прям хочу, не могу мужика, хочу, не могу. Вот, девочки, это я вот, хоть это моя и подруга, и очень она там хотела этого мужика себе, да, но я его отстояла. Мы отстояли, девочки, этого мужчину. И она все время ко мне обращалась: ну давай, мне надо приворот, давай, я его там люблю, не могу, и все остальное. Я говорю, ну хорошо. И я ей все время давала что-то, что не работало у нее. А знаете почему? Потому что мне его жалко было, девочки. И в результате мы с ним в друзьях, да. И это как чуть-чуть спасибо такое, да, от таких вот желчных. Ну что, мои дорогие, давайте посмотрим. Берете стакан соли, соли не жалеем, сыпем, девочки, да, там полстакана, больше. Вот вы даже, когда будете сыпать, вы даже вот чувствовать будете, сколько вам соли не жалко. Вот когда вам становится соли не жалко, вот как раз это столько, сколько надо. Это ведьмовская кухня, это ведьмовской рецепт. Сколько соли не жалко, столько и сыпем. А не сколько там ложечка, пол-ложечки. Нифига. Сколько не жалко. Воды наливаем, обычной там из-под крана, любой такой вот воды. Кстати, я себе вот с крещения воды много, как говорится, заготовила, да, и буду ее использовать целый год. Вот, мои дорогие. Дальше. Треугольник. Треугольник как вырежете из ткани. Из черной, девочки, потому что мы снимаем. Когда что-то наводим, мы используем белую и красную. Когда что-то снимаем, черные. Почему черный? Черный цвет впитывает в себя и цвета, девочки, и волны от люксов, да, что такое люкс? Это единица измерения света, да. Почему вот маги, колдуны, священство тоже ходит в черных цветах, да. Почему на том же женихе раньше в черном цвете все? Ну, короче, это тоже не просто так все. Ладно, девочки, берем вот так немножко втыкаем, чтобы там образовался такой вот этот. Водичка. Нам нужна водичка, девочки, отсюда. И видите, получается, в чем прикол даже того, когда мы ставим. Я потихоньку буду рассказывать этот ритуал, да. У нас стакан, а в нем соленая вода, да. Сверху ткань. И получается, это второй стакан. Понимаете? Стакан из черной ткани, которого априори быть не может и не должно. То есть из материала стаканов нету. И вода в стаканах не стоит из материала. Понимаете? И когда мы с вами сделаем вот такой вот стакан, которого не существует, да, это как раз относится к магии. Потому что вроде бы магии нету, ее не видно, и она не должна повторять бытовой мир, как говорится. Это то же самое, как приметы. Понимаете? Вообще, примета. Если такой-то закат, то значит погода будет такая-то. Голубь постучался в окно, это к этому, да. Покойник приснился к этому. То есть вот это тоже из примет. И вот такая вот магия и существует, девочки. И потому это какой-то набор непонятных действий, может быть. Казаться, что что-то непонятное, зачем это, да, а как это, да. А вот для чего. Вот видите, стакан номер 2 образовался, и вода у нас стоит в этом вот стакане. Дальше, мои дорогие, что надо? Берете дома, кто ест курицу, кто ест животных каких-то, если вы не веган. Но даже веган и тот может найти какие-нибудь ребрышки или купить спинку куриную там или еще что-нибудь, да, и взять, засушить какие-то кости. Я сушу вилочковые кости от курей, ну, рогатки такие, да, но на птицах, девочки, не особо люблю работать. Вот именно с птицами, да. Но с какими-то благородными, которых не едят. Например, цапля, да, аист, лебедь. То да, хорошо. Но попробуй их найди, да, на самом деле. Уже в таком полуготовом состоянии, да, для магии. Вот, девочки, у меня зуб. Перед вами зуб. Это, девочки, зуб лошади.
Он для чего нам надо? Для простроения тела. Мы сейчас будем выворачивать наизнанку приворот, привязку, тоску, которая сидит в человеке. Для того, чтобы воздействовать не на человека, что нам нужно? Нам нужно построить сначала его тело. Человек когда становится человеком? Когда он рождается, да? Формируется там его нервная система, косточки, все остальное. И тогда это человек, правильно? То же самое нам и в магии надо делать. Это практически как кукла Вуду, но это не Вуду. Да? Это то, на что мы будем воздействовать, мои дорогие. С воска можно вольты делать, и они очень тоже хорошо работают. Но для того, чтобы работать с воском, да, я бы даже сказала, я, например, в свое время любила, короче, брать чужие свечи, да, то есть того, кто с ними работает и кто их нормально умеет заряжать. То же самое, например, об этом молчат, но все же, да, в православии. Почему в православии отдельно свечки продают, да, почему их не продают в каждом магазине, а именно в церковных лавках продают, возле церквей, в самих церквях продают. Почему? Потому что это уже особенные свечи, да. В эзотерических магазинчиках тоже вот от определенных даже фабрик свечи такие интересные идут. Но вот если я чувствую, например, где-то какая-то нажива, да, то я не беру, девочки. Даже когда я вижу, вот у меня есть любимый эзотерический магазинчик, они для души его держат, да, для души. И я иду к ним и покупаю, потому что это для души. Я купила в правильном эгрегоре, хоть и не в своем. Ладно, берете косточку, девочки, на косточке карандашом, девочки, либо маркером. Я взяла карандаш, потому что даже не у каждого маркер, да, есть. Пишите имя того мужчины, свое имя, но не полное, например, я Елена. Я не Елена, я Лена, да, пишу. И если мужчину беру имя, я пишу Ваня, а не Иван, да. Это уменьшительно-ласкательное. И вот я пишу имя. С кого я буду, девочки, что убирать привязки, девочки. Вот, написала имя. И вот этот вот косточка, я ж не беру человеческую кость, хотя в магии тоже человеческие жертвоприношения делают, все остальное. Опускаю его в эту водичку, понимаете? Что у нас есть? Кожа есть, кровь есть, кость есть, да? Дальше нам надо вложить душу. Берете, девочки, свечу. Свечи в магии мы используем только восковые, никаких парафиновых свечей. Парафиновые свечи это только для того, чтобы у вас рядом горел огонек. Вот у меня здесь горит парафиновая свеча, девочки, огонек. Он у меня для красоты здесь. Ну, там, просто так горит, да. Когда мы работаем с огнем, со свечами, это должны быть восковые. Воск делают пчелки. Что делают пчелы, девочки, с воском? Они для того, чтобы делать свои соты, закупоривать их, откупоривать и вообще формировать соту, напомню, что сота имеет форму шестиугольника, да? Гексограмма, защитная гексограмма, тоже в форме шестиугольника. И для того, чтобы сделать идеальный шестиугольник для сот, пчелы нагревают этот воск до температуры 35 там с чем-то градусов. Практически 36,6. Температура тела человека. То есть воск. Даже пчелы, понимаете, это знают, да? Они нагревают воск до такой температуры, когда с воска можно лепить идеальные, грубо говоря, гексограммы, соты, понимаете, гексограммы, соты. И пчелы в магии, там же, по-моему, Гуччи, девочки, да, пчела, это символ магии, да. Про Таро мы тоже с вами уже говорили, как эти коллекции делают, про Таро. Это потому что все давным-давно в магии, все давным-давно, просто об этом мало говорится. И скидка 99 рублей, 9 копеек, там 9 копеек, да, вот эти вот девяточки, шестерочки, это все оттуда, 13% годовых банковских, оттуда.
Ой, короче, много всего такого, да. И в это говорят, не верьте, не верьте. Да, правильно, вот для того, чтобы этим не занимались, чтобы магией не занимались. А почему? Иди на работу, иди работай на какого-нибудь банана-барина, да, он тебе за это будет деньги платить. А то, что ты хочешь добиться, что ты хочешь в жизни поиметь, да. Нет, нас, как говорится, вот делают так, грубо говоря, как стадо. Потому что если вы работаете с 8 до 5, вам потом приходится домой приходить, вы устали, а вам за это еще, ну, заработную плату, чуть-чуть денежек дают, девочки. Я тоже знаю, о чем я говорю, да. И карьеру тоже себе тоже офигенную делала я. И по карьере могла дальше быть, но я поняла, что я посидею с этой карьерой, если я буду так ее делать. Ну что, мои дорогие, вот воск нам нужен. Желтые свечи. Почему они желтые? Да потому что это такой типа натуральный цвет. Иногда их подкрашивают, это не страшно. Когда воск крашеный, девочки, какая разница, крашеный он или не крашеный? Главное, чтобы это был настоящий воск, а не парафин. Что такое парафин? Это нефтепродукты. А воск это делали пчелки. Понимаете, своими с цветов собирали, переваривали, да, жужжали. Они в определенном тоже этом эгрегоре, они между собой общаются. Это живое существо. Воск – это живое, девочки. А тем более, когда мы даже его так вот нагреваем руками, да, он начинает быть пластичным таким. И кажется, что тут такого, что воск начинает быть пластичным. А при том, что когда он достигает нашей с вами температуры, он начинает с нами работать. Вот для чего воск нужен. Так что предлагаю вам использовать в магии только восковые свечи, да, а не парафиновые. Я когда вижу, как обставятся парафиновыми свечами, там в том же Ютубе или там в других соцсетях, и сидит, хусточку одела, платок на голову, да, парафиновых свечей вокруг, там икон, и сидит она там, занимается там всякими делами. Ну, в общем, обращайте внимание, девочки, воск. Всю жизнь использовали воск. Воск, 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 да. Как снимать приворот, привязку, тоску. Напоминаю вам, как использовать, девочки. И вот смотрите, мы построили тело этого человека, написали имя его, либо свое написали на косточке, да, либо того человека, с которого вы будете снимать приворот, привязку и тоску. И берете, мои дорогие, зажигаете эту свечу. Когда мы ставим свечу вверх огнем, да, это мы там за здравие, за упокой и для определенной какой-то своей программы. Когда мы что-то снимаем, да, мы переворачиваем тоже свечу. Ну, вообще разных методов есть, как работать, девочки, да, но мы сейчас будем. И вот берете, мои дорогие, да, и вот в эту вот воду соленую и капаете. Сами капаете, сидите. Как долго капать, да? Вот многие могут задать вопрос, а как это капать, девочки, долго? Дело в том, что если вы очень хорошо себя чувствуете, вы понимаете, сколько вам соли сыпать, сколько воды вам лить, да? И когда вот работаешь со свечой, ты и по ней, и по себе видишь, когда надо прекратить. Можно до конца сжигать свечу. И многие, вот, например, советуют до конца вот свечу прожигаем, до самого конца, да. Потому что это тоже психологически настраивает, что ритуал закончен. Но вы можете почувствовать раньше, что он закончен, да, до того, как свеча прогорит, и остается какой-нибудь огарочек от свечи. Я, например, огарки от хороших работ, да, я их оставляю, девочки, себе. Они у меня лежат до какого-то времени, а потом я их выкидываю, когда делаю генеральные уборки. Вот когда приспичит, да, генеральную уборку делать в своих этих закромах. Тоже я самое и вам советую. А если вот нет хороших работ от чего-нибудь такого плохого, что связано с таким очень ужасным негативом, то лучше всего выбрасывать, мои дорогие. Самый простой способ просто в мусорку выбрасывать и потом на следующий день мусорку эту выносить.
ну, как бы не держать долго. Можно в унитаз выливать, ну, смотря что. Можно в землю закапывать, можно на перекресток относить. И вот так вот на вот ту косточку, которая у вас есть. Заговоров тут никаких не надо. Мы делаем вот эту куклу. Просто думайте про этого человека. И обратите внимание, вы думаете, свечка тут горит только с одной стороны? Вот как вы думаете, свеча работает только с одной стороны? Горит она? Нет, мои дорогие, тут горячо, потому что мы используем стихию огня, а с другой стороны, конец другой свечи мы держим своими горячими лапками, и температура свечи, девочки, на одном конце и на другом конце. Вроде бы тут огонь, да, энергия идет, а рука что, это не энергия? И она как бы горит с двух сторон. На одной стороне тут, да, и одна тут. Так что вы, когда держите восковую свечу, помните, что она работает с двух сторон. Если вы находитесь вот на каком-то определенном левеле, девочки, вот как я, например, как бесов вызываю, я не особо читаю какие-то заговоры, да, для того, чтобы призвать молитвы бесов. Нет, конечно, зачем? Они по приказанию работают, ты просто с ним разговариваешь и говоришь, что ты хочешь, но надо говорить так, чтобы он тебе поверил и почувствовал твою силу. То же самое, как собаки, да. Собаки ж не особо понимают, что мы говорим. Они понимают силу, с какой мы это говорим. И коты, и все, кто угодно. Все, мои дорогие. Свечку я спалила. Вы можете заканчивать раньше, не до самого конца ждать, да. Оловок вот этот вот, да, что осталось от свечи, я его оставляю здесь же. Дальше, мои дорогие, нам нужны шерстяные нитки. Обратите внимание, шерстяные нитки, девочки, шерсть. Желательно красного цвета. Можно черные, можно белые, да. Ну, зеленые не для этого идут, да, синие тоже не для этого. Берете нитки шерстяные, можно старые, от старых каких-то бабушкиных там, знаете, клубки у кого-то остались шерстяные, девочки, очень хорошо использовать в магии. Шерстяная нитка. Что такое шерстяная, девочки? Она уже идет, это шерсть животного, тут может какая-то смесь какая-то быть, да, но шерсть животного идет, это от живого существа, понимаете? Но я, например, на себе шерстяные нитки, как бы, вот именно для работы, для магической, да, нет. Лучше хлопчатобумажные. И вот у меня есть красные нити, которые идут, да, на руку. Они из хлопка, девочки, хлопковая нить, не шерстяная. Шерстяные там, смотря какая у нее программа идет. Берем такую, девочки, нитку. И то, что осталось у нас. Видите, какой кулек получился. И перевязываем, девочки. Угадайте, сколько раз надо оборотов сделать? Это важно, это с узелковой магией. 13, мои дорогие. У меня, кстати, все измеряется в размерах 6 на 6, 13, 13 на 6, 26, девочки, когда мне надо двойное такое число, да. В пятерочки уходим. И тут нам надо сделать нечет. А нечет из скольки раз, да? Так как это кукла у нас, девочки. Вот обратите внимание, аркан Таро 13 идет, да, 13. И как он называется, 13 аркан Таро? Смерть, девочки. А кого мы тут? Мы как бы рожаем
грубо говоря, да, с кого мы снимаем, либо с себя, либо с человека, с мужчины, с кого-нибудь угодно, с папы, с мамы там, или кто у вас попал, как говорится, в беду, да, попал на привязку, на тоску, на приворот какой-то, да, мы должны это вроде бы родить заново, но сначала привести к смерти. И эту вот куклу типом Вуду, да, мы делаем именно из этого. 13 оборотов, 13 колец, понимаете, должны быть. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Нечет, девочки. Подрезаем ножницами. Нам эта вода не нужна, мы ее потом просто с вами возьмем и выльем. И берете и завязываете, девочки. И не на бантик, нет, мои дорогие. Бантик призван для того, чтобы его кто-то мог развязать. Понимаете? 1, 2, 3, 4. Ну, я именно 5, девочки, завязываю. Почему на 5? Тоже нечет. Понимаете? Несчетное количество узелков, которые никто не может развязать. И вот здесь, девочки, на того человека, на которого вы это делали, да, что вот с этим вот кулечком надо сделать? Во-первых, смотрите, к кому относится ваш мужчина даже по стихии, да? Как вы чувствуете, какой этот мужчина? У нас стихии 4 штуки. Воздух, вода, огонь и земля. Поэтому тут важно, как вы это утилизируете, как вы это возродите. Понимаете, в 13-й аркан мы забрались, в смертушку-то забрались, да, мы это тело создали, и нам сейчас надо это утилизировать, чтобы тот человек, на которого вы это делали, возродился, родился заново. Понимаете, в 14-й пошел, как говорится, в аркан, в умеренность, да. Тут надо знать, по какой стихии он относится, девочки. Не всегда это будет зодиакальная стихия, не всегда, да. Но, возможно, вы его хорошо диагностируете, какой он там земляной король, водный король, да, воздушный, либо огненный, девочки. Вы можете даже погадать сами. Берете Таро, вот даже на эту куколку, да, и берете, например, колоду Таро. Или, девочки, берете, например, игральные карты. Ну, лучше Таро, например, взять. И мешаете сначала, да. А потом задаете вопрос колоде. Кто здесь у меня сейчас лежит? Такое-то, такое-то имя, да. И выкладываете Таро до первого короля, который идет, девочки. Ну и, короче, какой вам король первый выпадет, так его мы и утилизируем. Понимаете, это самый лучший способ такой вот диагностики. Либо, если он водный, девочки, что мы делаем? Мы это выбрасываем в открытую воду, в открытую на улице воду, не в унитаз, да, не что-то дома делаем, мы выбрасываем в открытую воду. Кстати, раньше очень много таких вот приворотов или отвязок тех же от приворотов, они делались через мост. Ну, может, кто увидит и столкнется с этим, обратите внимание, да, под мост, в реку бросали, все, что только с этим связано было. Вот, если у вас, это если водный, если у вас огненный, значит, это просто надо сжечь. Мы дожидаемся, когда вот это вот все подсохнет, да, и просто потом берем зажигалкой на улице сжигаем, просто на улице. Может не догореть до конца, да, но проследить, чтобы у вас вот это хорошо так прогорело, девочки, чтобы узлы развязались, да, хотя бы, и все. Все, вот эти вот остатки пусть остаются. Дальше, если у вас, девочки, воздушный король, воздушный мужчина, да, к стихии воздуха относится. Ну вот, кстати, водолеев можете относить к стихии воздуха. Всех практически. Вот всех, даже январских, да. Хотя у меня между февральскими и январскими такая разница была, но я бы все-таки сказала, да, они все-таки все воздушные. Наверное, практически все, да. Можете по знаку зодиака. Но лучше, конечно, на Таро. Таро, оно вам покажет, как это утилизировать. Как через воздух утилизировать, девочки. Через воздух, если вы давно занимаетесь какой-то магией для себя, для других, да, вы идете с ножом, с ножницами на улицу и сами просто отрезаете углы и просто это все раскидываете.
Понимаете? Раскидать надо. За вас это, как говорится, никто не сделает. Собаки тоже не потаскают. Если, так, водно, земляной, девочки, если земляной мы должны закопать. Не сейчас снег лежит, да, и кажется, где-то место найти. Можно найти место где-нибудь в лесочке в каком-нибудь. Берете даже, знаете, не надо лопатку с собой брать. Просто даже одели какую-нибудь такую обувь с острым носом, да, и раскопали ту ямочку. Иногда, например, в магии есть такое выражение, девочки, да, когда вот где собака нарыла, да, то есть, например, используются вот эти вот ямки, норки, чужие, заброшенные норки для вот этих вот всяких дел. Все, мои дорогие, вот это так вот делается. И вот так вот вы идете и утилизируете в зависимости от того, какой стихии относится этот человек, либо вы. На себя вы тоже можете на Таро посмотреть. Даже если вы по знаку зодиака, например, относите себя к воде, там, или к земле, или к огню, или к воздуху, да, неважно. Возьмите на Таро, подтвердите вот свою мысль. И вот Таро, какая первая королева будет вам выпадать, да, вот по такой стихии тоже и утилизируйте. Вот такие вот дела, мои дорогие. Оно не занимает много времени, да, но на самом деле и как результаты будут видны, девочки. После 13-го аркана смерти идет 14-й. 14-й аркан самый долгий аркан. Я, если честно, терпеть не могу, когда мне выпадает умеренность. Это значит, что я буду топтаться на каком-то одном месте, в зависимости от вопроса, очень долго на месте, да. И этот 14-й аркан, девочки, он будет постепенно, да, то есть с того момента, как вот вы его почистите, у этого мужчины, либо у вас сознание проясняется, такое ощущение, что очень быстро, а потом такое ощущение, что опять на вас это нападает, но это не повторное нападение, да, это как будто бы оно возвращается и схлынивает, и просто надо дождаться вот этого времени, чтобы оно схлынулось. Тут достаточно этого одного ритуала. Ну, не знаю, как вот по мне, максимум вот месяца два. Ну, максимум, это максимум реально месяца два. Но это самое долго, девочки. Это мы с вами обсуждали, как снимать приворот, привязку, девочки, и тоску. И даже если вы попадете в такую ситуацию, что вы влюбитесь в козла, вот в натурального в козла, да, то вы можете вот с себя снимать такую вот любовь. И когда вам кажется, что это нахлынивает, это не он делает на вас что-то, это просто от этого 14-го аркана, от этого чета еще вот волна такая идет. Просто вас хотят пробить вот этим четом опять, вернуть из нечета в чет, понимаете? Вот добить, да, и высшие силы, и не особо высшие. Вот такие вот дела, мои дорогие. Так, ну что, а давайте сейчас погадаем. Погадаем, девочки. Мы с вами погадаем, о чем он молчит. И вот вам на новом Таро, на клевом таком Таро, девочки, погадаем. Золотое, видите, практически такое красивое. Это у нас Таро неизвестных теней, неизведанных, неизгаданных, Таро призраков. Подарок мне. Спасибо. Давайте посмотрим. О чем он молчит, девочки? О чем он вам не говорит? О чем он молчит, о чем не говорит, девочки? О чем не говорит вам ваш мужчина? А давайте, знаете, как мы погадаем, чтобы не на 4 варианта, да? А так как это не на самого мужчину, а на его молчание, то мы погадаем, девочки, на 2 варианта. Тогда хоть побольше скажем, как говорится. Побольше, девочки, посмотрим. О чем он молчит? Это когда нет будет, да? Это будет 2 варианта, девочки. Ты загадываете только один на своего мужчину. О чем он молчит вам, о чем он вам не говорит. О чем он молчит, о чем он не говорит. О чем он молчит. О чем он молчит.
Так, два варианта, девочки. О чем молчит левый? О чем молчит левый? О чем молчит правый? Ну что, загадывайте, девочки. Левый, правый. И я вас, девочки, тоже очень люблю. О чем он молчит? Давайте посмотрим. Левый, девочки, и правый. О чем он молчит? Ну что, смотрим, мои дорогие, о чем он молчит. Левый, давайте посмотрим, о чем левый молчит, девочки. Так, вам выпал рыцарь мечей, девочки. А он реально от вас что-то скрывает и молчит. И сейчас мы посмотрим, что же он скрывает и молчит. Да, 11-й старший аркан. О, девочки, он реально молчит. Но сейчас, подождите. Тут вот прям реально его молчание выпало, да? Во-первых, он в вашу сторону не действует так, как он должен действовать, да? То есть он прекрасно, как король тут, он реально понимает, что он в вашу сторону не делает, он об этом знает, а себя проявляет только как рыцарь, да, то есть он какими-то действиями хотел бы скрыть от вас свои какие-то определенные намерения плюс действия, да, то есть он ходит пешками на самом деле, зная, что у него и король, и ферзь, и ладья, и слон, все есть, понимаете, как на шахматном поле. Но получается, он как ходит пешками в вашу сторону. Он вам не додает того, чтобы он мог бы вам додавать, и он об этом реально знает. И об этом, девочки, он молчит. Давайте еще посмотрим, о чем он молчит. Левый, о чем ты молчишь? Влюбленные девочки. Смотрите, все-таки у нас такое общее гадание, даже не на 4 варианта, а на всего лишь 2, да, и я вам тут скажу, влюбленные выпали. Тут может такое быть, что, девочки, это может быть любовный треугольник, да. Если вы об этом любовном треугольнике знаете, да, и даже если вы думаете, что, ну, что-то есть такое, вот, девочки, вот это притянуло вас сюда к этому варианту, то имейте в виду, если вы вас, что он действует очень даже много в сторону другой какой-то женщины. Но это при условии того, что вы в любовном треугольнике идете. Но в то же время он как решает, да, с кем быть, а с кем не быть. Но это для любовных треугольников гадание. А для людей, которые находятся вот в отношениях, и когда ваш мужчина хоть и на левак не ходит, хоть вы и левого выбрали, да, то это может обозначать, девочки, подготовку вам какого-то подарка, к которому время еще не пришло. И он как для своей любимой женщины какой-то выбирает подарок, готовит какой-то сюрприз, для которого должно наступить определенное время. Если вы находитесь в любовном треугольнике, и сейчас ваш мужчина, на которого вы сейчас гадаете, находится с другой женщиной, да, он вам не договаривает, и он молчит вам о том, что он уделяет много внимания, да, много даже материального чего-то, потому что он реализуется с другой почему-то как король, а с вами как рыцарь, да. То есть кто в любовных треугольниках, девочки, вы знаете об этом, да? Почему я говорю, что вы знаете об этом? Потому что здесь выпала justice, девочки, про справедливость, да, 11-й старший аркан, когда там и там знают и догадываются о существовании этого любовного треугольника. И мужчина не то, что там решает, с кем быть и с кем не быть. Он хитрожопо себя ведет. Он, получается, вот этого короля раздвоиться на короля не может. А на рыцарей он может раздвоиться. Как король один, а на него там 2 рыцаря работает. Вот поэтому к ней и к вам у него как рыцарские отношения. То есть, да, он действует и к вам, и к ней. Но как король он проявляется к вашей сопернице.
Это про любовные треугольники. И вот об этом он молчит и вот это вот скрывает. Но если, девочки, вы знаете, что никого у него нету, и все хорошо, и уже срабатывает вот эта карта влюбленных уже к вам, вот это говорит, девочки, что он скрывает от вас свой сюрприз, которому еще не время. Это какой-то либо материальный подарок, скорее всего, будет, да? Скорее всего, это материально, но ему как не время. Может, это день рождения девочки, может, это день Святого Валентина. Это все что угодно может быть, почему он не показывает это. Так, поподробнее хотите. Так, давайте посмотрим поподробнее, да? О чем он молчит? Что это такое за сюрприз? 21-й старший аркан. А что это за сюрприз-то такой? И верховный жрец, девочки. Влюбленные 21 и 5. Еще и справедливости это не хватало. Возможно, это и какое-то даже предложение руки и сердца. Это может быть. А это сюрприз такой, знаете, очень даже серьезный. И переход короля в старший аркан идет, да? Через влюбленных. Это может еще не время предложению руки и сердца. А может, кстати, вот, девочки, знаете, я вам скажу одну вещь, да? Не шибко бы я бы радовалась подарку бы материальному от этого мужчины сейчас, вот первому подарку, вот после этого гадания. Знаете почему? Потому что он как откупаться. Он бы вместо того, чтобы предложить руку и сердце, он как, знаете, ну ладно, ну сейчас так, что-нибудь, да, и будет оттягивать. Так что вот это вам можно брать как-то за рога его все-таки. Я бы обратила на ваше внимание на такие вот подарки. А себе ли он делает этот подарок или вам? То есть, если этот подарок он делает только для того, чтобы вас там побаловать, и то, что вам нужно, а ему не нужно, да? А если это одно, а если он уже покупает такое, чем вы можете совместно пользоваться, да, или это через вас подарок себе, те же кастрюли, да, когда мужчины дарят кастрюли, да, стой, вари мне еду, вари, я тебе кастрюлю подарю. Ну, то есть обратите внимание на подарки, девочки. Но не особо радуйтесь, потому что вот эти вот подарки материальные, они откладывают вот это предложение руки и сердца. И чувство, как будто он, чувствуя свою вину, он как не то, что откупается, да, но он оттягивает это все. Ну, тут серьезно хочет девочки поменяться. И обратите внимание, даже вот в мелочах на Таро, девочки, выбрали вы левого, да, предложение руки и сердца, и тут вот на самом видном месте у Иерофанта кольцо на правом безымянном пальце. Кажется, как у Иерофанта могут быть на безымянных пальцах кольца. Обратите внимание, почему даже безымянные пальцы называются безымянными, да, и почему мы их оставляем для замужества, да, для браков, что в католике, ну, смотря какой религии, да, на безымянное все одеваем. Потому что, когда мы одеваем на безымянный, он безымянный до тех пор, пока мы не одели кольцо. Потом он именной уже. И именной именно этим чужим, в кавычках, кольцом другого мужчины, который вас окольцевал. Вот, девочки, да. Так что о чем он молчит? Если это любовный треугольник, это значит, он молчит о том, что он больше проявляется к своей другой этой женщине в любовном треугольнике, от вас скрывает. А если это не любовный, девочки, он молчит о предложении руки и сердца. И вот эти вот подарки материальные, да, все-таки вот они как-то, вот он с этой точки зрения на них смотрит, и какой-то сюрприз, которому еще не время, как будто, знаете, он готовится, вот, а как вам сделать, а что, а надо ли, а что. Но я сразу говорю, такой трудноватый, девочки, король. Так вот, это не тот, который будет, выходи за меня замуж, там, на 3-й день знакомства. Он еще нервы потрепет. Ладно, мои дорогие, вот такой вот был левый вариант. И давайте посмотрим правый. О чем он молчит, девочки. Кто только присоединился, девочки, потом этот стрим сохранится, да, и вы можете посмотреть
реально, как снимать переворот, привязку, тоску без слов, понимаете? Даже если заговорные были слова у вас, когда вы молчите, когда делаете этот ритуал, он намного сильнее, когда вы будете что-то говорить. Так, давайте правого посмотрим. О чем он молчит, девочки? О чем молчит этот мужчина? Королева кубков. Монетки нам выпали. И еще одни монетки выпали. Десятка и девятка. Интересно, девочки. Подождите, а что это? Хорошо. Возможно, это вам принесет в зубах, девочки, мужчина, деньги какие-то. Никакие не подарки, ни цветы, ни всякое внимание, там о чем там Жуков поет. Все это ерунда. Вот этот мужчина, если вам принесет в ближайшее время деньги, монетку, вот именно даст вам, не заплатит за вас там в такси или еще где-то, не положит вам на телефон, да, а именно даст в купюрах, в монетах деньги, девочки, значит, вы его кубковая дама. А вы даже можете, девочки, сделать круче. Попросить у него вот эту монетку, вот эту купюрку. Не в долг, не в долг. Главное, не просите эту любовь в долг, да. Попросите, а дай мне пару монет. Вот, девочки, дай мне пару монет, дорогой, или там, дай мне мелочь, пожалуйста. Тебе просят, а зачем? Надо. Даже не говорите зачем. Вот даст, девочки, это даже, это не мини-приворот, нет. Это такое, знаете, это даже не проверка на вшивость. Это... Я даже не могу описать, как это. Вот, девочки, аж просится, чтобы вы взяли у него какую-нибудь купюрку, монетку. Но это еще и может с деньгами такими нормальными связано быть. Может, это у вас саму по себе приход такой ждет, и вы себя кубковый... Хорошо, а при чем тогда он? О чем он молчит, девочки? А знаете, девочки, о чем он молчит, мои дорогие, да? Знаете, какая мечта вашего мужчины здесь? Вот самая такая прям мечта всех мечт, что он хочет и как он хочет жить, девочки. Он хочет быть подкаблучником, или, как говорят, каблуком. И он хочет, чтобы о нем заботилась женщина очень сильно. Вот прям как мать. И прям, знаете, чтобы она работала, а я не работала. Чтобы я, ну, может быть, на диване лежал. Может, еще как-то, девочки, по-разному. Может у вас это проявляться, да. Но тут мужчина говорит, я не хочу ничего делать, не хочу, он не хочет не бороться, нифига. Он просто хочет слентяйничать, да, и чтобы ему все было. И ничего за это не было. Вот о чем он молчит. Но он тут чистый. Тут нету таких каких-то секретов, знаете, предательств, еще какой-то фигни. Нету тут. Он чистый по отношению к вам. И он, да, если даже его так спросить, как на исповеди, да, а скрываешь ли ты от нее какую-нибудь страшную тайну? Он скажет, нет, чего я скрываю, нет. Но он просто, девочки, у вас тут лентяй. Вот по отношению к вам лентяй. Он хочет, чтобы это вы как голубка, как мамка над ним просто стояли, голубили его, холили и лелеяли, девочки. И не просто там кормили, да, а еще так это, ну, сопли подтирали где-нибудь, носочки перестирали 2 раза, потому что там где-то пятнышко было, да. Вот прям хочет смотреть, как женщина работает. Есть такие люди, кстати, и таких людей много. Может, вы не замечали, но обратите внимание. Вот когда женщина работает, некоторые мужчины прям станут рядом и смотрят. Боже мой. Вот, девочки, я, например, когда-нибудь что-то убираю, либо подметаю, да, либо еще там где-то что-то сделаю, начинаю делать, а мужики, например, стоят, да, я их не прошу, мне не помогать, ничего. И они станут и смотрят, знаете, закурят и смотрят, как женщина горбатится, да, когда она работает. Вот это им как-то нравится даже. И вот ваш мужчина, вот он хочет, чтобы вы, девочки, над ним, как голубь сизая, летали. Но тут никаких секретов нету. Ну, давайте посмотрим, о чем он молчит. Он, девочки, на вас еще и надеется, оказывается. Он надеется на вас, на ваши денежки, на вашу удачливость, на ваше трудолюбие, что с вами он не пропадет. А потому что сам хочет полентяйничать, мои дорогие.
Да. Лентяй, девочки, выпадает вам. Два пажа выпало среди монет, да. Это мужчина, который ничего не хочет делать, либо втайне надеется. Такие мужчины могут очень много работать. Они могут очень быть трудолюбивые и все остальное. Но такое сильное желание, чтобы можно было на женщину положиться, да, на девушку, на женщину, что даже если ты ничего не принесешь домой, ты все равно будешь накормлен. Даже если ты не захочешь где-то работать, что-то делать, ты все равно будешь в тепле, да, жопа будет в тепле. Вот на что надеется ваш мужчина здесь. Но это все-таки, вот смотрите, с одной стороны, хочется тепло отозваться об этом мужчине, но иногда и не тепло, девочки. А вдруг это Альфонс такой? Да, ему нечего скрывать, но он к вам привязался, потому что он хочет, чтобы вы его содержали. Такое может быть. Либо, девочки, это у вас такой, знаете, мужчина, который да я сначала, а потом звонишь ему, звонишь, то я лежу, то я сплю, то я еще что-нибудь делаю, вроде бы, а сам ничего не делает. Либо трубку не берет специально, потому что он хочет полежать и ничего не делать, чтобы еще ни перед кем не отчитываться. Но тут лентиек. И почему, знаете, почему тут выпало, о чем он молчит, девочки, да? Просто он не хочет в этом признаваться, он не хочет признаваться в этой какой-то слабости своей. Потому что, может быть, его лечили, что мужик должен, мужик должен, мужик должен. А мужик просто хочет на ручки, девочки, он просто хочет на ручки. А с другой стороны, почему бы нет, девочки? А мы же тоже от мамки, да, и мужчины тоже. Они же тоже хотят, чтобы их по голове погладили, сисю дали, да. Ну, короче, нежности такой вот хочет, и чтобы его немножко оставили в покое, чтобы он мог полентяничать, ничего не делать, никому ничего не должен, но чтобы всегда его накормили. Кошачье такое поведение. Но нету никаких тайн, девочки. Страха никакого нету. О чем он молчит? Ну вот, к императрице на ручке. Паш у императрицы на ручках. Причем она вся в коинах, в монетах вся идет. А королева кубков, да. И императрица. А там два пажа, девочки. По-любому тут. Вот такое вот гадание, мои дорогие, было сегодня. Мне даже не сколько там сегодня супер хотелось именно гадать, да, сколько мне хотелось вас, вот, как говорится, поворачивать магию, чтобы вы магией сами занимались, девочки. И это волшебство, оно реально работает, когда им заниматься, понимаете? Это не то, что хорошо работают заговоры, у кого-то другое что-то работает, у кого-то работает черная магия хорошо, у кого-то денежная, девочки. Может, вы в себе это не открыли, так почему бы не начать открывать, мои дорогие? Все, мои котики, спасибо вам за внимание. Люблю вас, целую, обнимаю. Пока-пока.